Дорогие мои друзья, поскольку каждый человек, который работает и дарит всего себя людям, и служению людям, и помощи им, рано или поздно эти люди начинают отвечать этому человеку тем же, благодарностью. Я никогда не выставляла свои карты, никогда не просила какие-либо донаты, и сейчас не выставляю и не прошу. Это не ваша обязанность, и вы не должны и не обязаны отправлять что-либо мне в денежном эквиваленте в том числе. Но поскольку мы все работающие люди оформлены как индивидуальные предприниматели, то и у налоговой, и у банков есть свои законы. Налоговой все равно, на какие карты человек принимает денежные средства, которые считаются доходом. Я оплачиваю налог государству, Кесарева, как положено, со всех своих карт. Неважно, это ИП-карта или физические карты. Но у банков есть свои определенные правила. Банки запрещают, в принципе, использовать любые личные карты людям, у которых есть ИП. Если постоянно пользоваться этими картами, нареканий пока не было и, надеюсь, не будет, потому как я оттуда плачу налог. Но они все время советуют, настоятельно советуют, чтобы мы принимали плату только на карту индивидуального, предпринимателя. Поэтому мне придется время от времени выставлять и напоминать людям об этом, потому что мне в любом случае отправляют и благодарят. Мы уже пришли к тому, что мне пришлось сделать это заявление, и я несколько раз это буду повторять, пока все не переключатся и не поймут, как лучше это сделать. И когда я пойму, что уже эта информация осталась в сознании людей, которые хотят меня благодарить, я, конечно, уже об этом напоминать буду реже, а может и больше и не нужно будет. А пока мне приходится это делать, потому как с января этого года опять новый закон, банкам дали полное право делать все, что они хотят. Вот они и на нас давят постоянно с всякими санкциями и прочее. Чтобы до этого не дошло, просьба: те, кто желал мне отправлять, отправлял мне периодически благодарность или думал это делать, пожалуйста, я выставляю QR-код. Можете спросить у меня, у Яны. Есть в сообществе, может, периодически буду выставить. Насколько я знаю, очень легко этим пользоваться. Это можно сохранить и внести просто в онлайн-банк, и оттуда сразу высвечиваются все данные ИП-карты. Цель перевода можете назвать любой, какой хотите. В принципе, банку это не важно, потому что это на расчетный счет. К сожалению, номер телефона не подключается на расчетный счет. У Сбербанка нет таких функций, я бы это сделала. И не было бы никакой мороки, но приходится вот так. Поэтому я буду иногда периодически напоминать. Вы не должны и не обязаны это делать. Это не просьба или призыв отправлять, нет. Но я знаю, вижу, что отправляют люди. Отправляют довольно часто. И поэтому мне приходится перенаправлять, чтобы они знали правильно, куда это нужно отправлять. И хочу, чтобы вы понимали, с какой целью я это говорю. Абсолютно нет желания, можете этого не делать. Никто не просит это делать. Но если у вас есть такое желание, и вы хотели отправить, и отправляете, и не раз уже отправляли, просьба, пожалуйста, по QR-коду отправить мне.
Потому как так требует банковский закон, не законодательство. Законодательство допускает любой перевод на личную карту, и оттуда, если ты оплачиваешь налог, нет никаких проблем. Но банки ставят свои, постоянно свои какие-то условия, приходится подчиняться этому. И поэтому не обессудьте, что я вам напоминаю насчет этого, и что я прошу именно сделать для моего удобства. Это несложно, это даже намного легче, чем набирать номер и прочее. Это намного легче. Оно просто по QR-коду, как оплачивается ЖКХ и так далее, так и делается. Спасибо за понимание. И еще раз повторяюсь, вы не обязаны это делать, и никто вас не просит это делать. Я просто выставляю для тех, кто делал, делает и будет делать еще не раз, чтобы эти люди просто знали, что лучше для во избежание лишних проблем вот подобным образом. Всем удачи!